Всем привет-привет! Всем отличного, прекраснейшего, теплейшего вторника. Сегодня хочу сделать расклад. Если бы вы не работали там, где работаете, то чем бы вы, вероятнее всего, занимались сейчас? Здесь этот рассказ, расскажу, подойдет тем, кто уже работает. Неважно, на себя, на наемной работе. То есть, если вы там, например, на пенсии, либо в декрете, да, то это не подходит. То есть, домашняя работа, она не считается. Домашняя, я имею в виду по хозяйству. Да, то есть, здесь нужно обязательно на этом зарабатывать. То есть, как доход финансовый иметь именно со своей деятельностью. Здесь вот для таких людей подойдет этот расклад. Итак, если бы вы не работали, да, то чем бы вы занимались? Вероятнее всего, смотрим. Чем бы вы занимались? Пятерка пентаклей, страдали, да? Страдали. Нет, на самом деле вы бы просто находились в каком-то трудном моменте, сложном, кризисном. Вот, я думаю, что вас бы одолевали какие-то, не очень позитивные мысли, да, в связи с тем, что как-то себя надо реализовать. То есть здесь ощущение того, что люди, которым важно себя как-то проявлять в этом мире. Вот, если бы, допустим, не было работы, все равно надо было иметь какое-то хобби, да, какое-то дело. Здесь карта кризиса. Вы бы так или иначе все равно что-то да, искали. Королева жезлов, да, королева жезлов все равно говорит, что вы каким-то образом бы, во-первых, общались с людьми. Это однозначно. То есть проявление себя, взаимодействие с другими людьми, может быть, занимались бы саморазвитием. То есть что здесь конкретно, да, саморазвитие, проработка именно психологическая каких-то своих травм, связана со своим внутренним ребенком. Да, то есть я могу предположить, что есть что-то, есть какие-то моменты, которые вас беспокоят из вашего детства, которые вы хотели бы проработать. С другой стороны, если бы вы встали перед выбором какого-то дела, да, какого-то занятия, вы однозначно бы ставили себя на первое место. То есть выбор занятия, он важен. Вам сложно было бы быть в подчинении, вам очень нравятся взаимоотношения с людьми на равных. Поэтому либо это вспомогательные какие-то профессии, да, если мы рассматриваем, где вы предлагаете какую-то услугу, где вы помогаете человеку в чем-то. То есть это может быть за деньги, либо может быть как волонтерство, да, там, например, я не знаю, Красный Крест, либо, действительно какие-то разные моменты волонтерства, там, где люди находятся в каком-то кризисе. И в данном случае кризис, когда человек запутан, не может понять, что я хочу, почему, потому что находится на этапе какой-то утраты. То есть что-то очень ценное и важное забрали у этого человека, либо другого человека, да, либо была утрата, либо там, я не знаю, своего жилья, либо была утрата финансов, либо утрата работы. То есть, в общем, суть заключается в том, что здесь человек остается сам собой, да, то есть что-то важное утрачено, и от этого у него есть некая такая растерянность, непонимание, а как же я теперь буду жить, потому что выбили почву из-под ног, да, и человеку нужно как-то адаптироваться. И вот вы в данном случае будете выходить тем человеком, который будет помогать другому человеку найти ответ в этой ситуации. Это один момент. Через что? Через проработку вот именно своих каких-то внутренних травм. Да? То есть здесь забота о своем внутреннем ребенке, но и также здесь может быть забота вообще о детях. Да? То есть, возможно, какая-то деятельность связана с детьми, но эти дети, они как будто бы особенные. Да? Либо это дети с инвалидностью, да, либо это дети, не знаю, жертв войны, да, то есть, это дети, которые что-то утратили, и
у этих детей нету счастливого детства. То есть это не просто, например, какие-нибудь дети из детдома. Опять же таки, да, нам кажется, что вот это уже стало нормой. Но здесь вот прям какая-то такая особенная ситуация должна быть. Даже если это, например, дети из домов малюток, либо еще что-то, ну, какая-то такая особенная ситуация, и вы помогаете этому ребенку, либо этим детям. Еще чем бы вы, вероятнее всего, занимались? Ну вот сложно здесь как-то вам определиться, потому что либо не хватает понимания, вот чем конкретно я могу помочь, да, то есть чем я владею. Здесь ощущение того, что человек немножечко по пятерке педаклей себя обесценивает. То есть ему кажется, что для помощи необходимы вот какие-то особенные, я не знаю, таланты, способности, дары, там, я не знаю, финансы, ну какие-то ресурсы. И тем самым человек сам себя обесценивает, то есть он, может быть, обесценивает, там, я не знаю, свои какие-то умения, там, вязать, шить, готовить. Для него это вот кажется, что это, ну, само собой разумеющееся, да. Но это тоже какой-то определенный талант, это ваше умение, это ваша какая-то изюминка, если учесть, что это вам нравится. То есть это не то, чтобы, знаете, вот, ну, я вынуждена и этому научилась, нет, а это вот вам нравится, тогда это будет талант, потому что здесь ощущение некой такой иллюзорности, да, по семерке кубков, что вот для вас понимание талантов – это что-то такое экстрасенсорное, что-то экстра, что-то такое. Вот, то есть какие-то обыденные моменты, там, я не знаю, чинить что-то, своими руками делать, там, я не знаю, перешивать, исправлять что-то, ну, вот что-то такое на более мелкое, бытовое. Для вас это кажется, что это не умение, и это никому не нужно, да, то есть вот здесь немножко не совсем правильное понимание, что я вот отсюда идет, да, что я могу дать этому миру, и поэтому вы обесцениваете. Но на самом деле вот именно ваши умения, вот такие вот, ну, более приземленные, что ли, они важнее, они ценнее. Что еще, чем бы вы занимались, вероятнее всего? Десятка пентаклей. Ну вот если бы, еще такой момент для кого-то, да, если бы финансовые вопросы были закрыты, то вы бы прекрасно занимались семейными какими-то ценностями, да, вот королева тоже жезлов это указывает, что, возможно, воспитывали бы своих детей, вот, но вам нравится, то есть делать это с любовью, при учетом того, что вот, ну, в доме всего хватает, я имею в виду, как минимум есть этот дом, и как максимум есть финансы, когда, ну, вам нету необходимости работать, вы можете себе все позволить, потому что есть другой человек, который занимается этими моментами, и у вас есть и деньги, и время, и вот вы можете заняться чем хотите. И здесь по десятке педаклей вы бы занимались домом, да, но это не значит там стирка, готовка и все такое, нет, просто вот именно поддержанием очага, устраивание каких-то праздников, семейных каких-то посиделок, да, вечеров, вот здесь понятие семьи, оно близко, да, вот именно через близость, через совместные какие-то цели, через совместное какое-то проведение, что-то делать именно совместно, я имею в виду всей семьей. Вот здесь эта ценность, она присутствует. Либо вы просто бы наслаждались жизнью, сказала, наслаждались жизнью. Туз кубков, занимались бы собой. Вот здесь действительно человек бы занимался собой, туз кубков, занимался бы, не знаю, может быть, какими-нибудь эзотерическими учениями, да, изучением литературы, пониманием себя, вот как-то больше внимания уделял себе. И здесь бы человек искал однозначно, в чем заключаются его таланты, способности, да, может быть, проходил, но опять же таки для себя, не для того, чтобы как-то на этом зарабатывать, это было бы как хобби, там, я не знаю, изучать, например, дизайн человека, либо там матрицу судьбы, то есть понимать, раскрывать какие-то свои умения. То есть здесь очень важно еще, плюс ко всему, выражение любви.
Возможно, вы занимались творчеством, да, то есть то, что вас наполняет, то, что радует вашу душу. Вот здесь такие разные моменты. То есть есть категория людей, которые что-то хотят сделать для других. Вот, но это не обязательно даже, что это, знаете, вот крайности. Либо ты к этой категории относишься, либо ты к другой. Да? Ты все можешь это делать совместно. То есть ты можешь получать удовольствие, что тебе не нужно работать, и как следствие ты можешь как волонтер что-то давать этому миру, да, через что? Через любовь, через творчество. То есть здесь все может быть взаимосвязано, мы никогда не исключаем. А может быть, кому-то что-то одно здесь откликается. В общем, вот такой вышел расклад. Всем пока-пока.